Atom S3 Lite выполнен в том же форм-факторе, что его предшественник Atom Lite. Главной отличительной особенностью является новейший микроконтроллер ESP32 S3FN8. К интересным особенностям данного микроконтроллера можно отнести наличие Bluetooth 5.0, 8 МБ флеш-памяти, USB OTG, а также сравнительно быструю скорость работы и безопасной загрузки. Кроме того, продукты M5 Stack на данном микроконтроллере программируют в UIFlow 2.0. Концепция Atom накладывает ограничения на количество контактов. Пользователю по-прежнему доступны 13, 8 из которых – порты ввода-вывода общего назначения. Обратите внимание, номера контактов совершенно другие. Мистика, да и только. Теперь давайте посмотрим на Atom S3U. Волшебные инженеры M5 Stack объединили форм-фактор USB-флешки с Atom и назвали его Atom U. Получилось очень компактно и практично. Аппаратное обеспечение аналогично Atom S3 Lite, за исключением меньшего количества контактов и наличия цифрового микрофона. Мне удалось раздобыть вот такую удивительную гирлянду у одной ведьмы на рынке электроники. Давайте отрежем батарейный отсек и припаяем вместо него контакты для подключения к Atom. Максимально допустимый ток нагрузки на контакте ESP32 составляет 40 мА. В таком случае необходимо подключить резистор номиналом 82 Ом для того, чтобы микроконтроллер не вышел из строя. Чудесно! После распаковки подключите по очереди оба продукта из данного видео к компьютеру и загрузите на них последнюю версию UIFlow с помощью M5 Bione. Первым делом напишем приложение для Atom S3U. Он физически подключен к гирлянде и формирует напряжение питания, тем самым изменяя яркость свечения. Задействуйте аппаратную возможность BLE, он же Bluetooth, через раздел «Ресурсы». Это необходимо для связи между двумя M5 Atom S3 по воздуху. Аналогичным образом включите PWM, он же SHIM. С его помощью мы будем изменять напряжение. Ой, какая жуть! Теперь давайте инициализируем работу Bluetooth в режиме сервера в блоке Setup. Устройство, работающее в таком режиме, называют центральным. Центральное устройство имеет имя и ожидает подключения периферийных, то есть тех, которые работают в режиме клиента. Так и назовем. Гирлянда из тыкв. Далее инициализируем работу SHIM. В первое поле необходимо указать номер контакта, к которому подключена гирлянда. Остальные два – частота и коэффициент заполнения. Частоту оставим без изменений. Поэкспериментируйте с этим самостоятельно и понаблюдайте за характером работы. А вот коэффициент заполнения мы будем сегодня изменять. Этот коэффициент определяет отношение времени высокого сигнала к периоду. Его обычно измеряют в процентах, а в UIFlow в виде числа из диапазона заданной точности. Чем выше этот коэффициент, тем выше напряжение на гирлянде и тем ярче она светится. Страшно интересно. А сейчас реализуем жизненный цикл приложения в блоке Loop. Первым делом необходимо узнать, есть ли подключенные клиенты, то есть те M5, которые посылают свои чары, приказывающие серверу изменить яркость на такую, какую пожелает Mac. Далее создадим переменную для сохранения значения яркости из магической однобайтовой частицы. Фиолетовое заклинание read возвращает байтовый массив с одним элементом. С помощью зеленого блока InListGet мы сможем извлечь его. Далее преобразуем этот байт в целое число.
Сейчас в переменной хранится число из диапазона от 0 до 255, однако это всего четверть от максимальной яркости, которую может обеспечить шим. Давайте выполним перенос одного диапазона значений в другой. Об этом я рассказывал в прошлых уроках. Используем фиолетовое заклинание SET для генерации сигнала с коэффициентом заполнения, полученным из магической частицы. Также можно сделать вывод этого значения в консоль, затем сохранить приложение в память устройства. Теперь напишем приложение для Atom S3 Lite, который находится в руках волшебника. В этот раз пригодится тот же BLE, кнопка, RGB светодиод, таймер и Unit Angle. Инициализируйте светодиод. Он будет светиться синим, когда произойдет магическое сопряжение Bluetooth. Альфа-версия UI-Flow 2 подвержена атаке темных сил, которые препятствуют созданию света. Об этом я расскажу позже. А сейчас инициализируйте юнит. Вращая его рукоятку, волшебник будет творить чудеса. Осталось инициализировать нулевой таймер. Это еще только начало, друзья. Чтобы волшебник установил сопряжение с гирляндой, ему необходимо нажать на кнопку. Для этого добавьте событие и выберите режим нажатия Hold – нажать и удержать. Таким образом, он не нажмет случайно на кнопку, когда будет пить всякие зелья. Хорошо, выведем сообщение в консоль о том, что идет сопряжение. Также погасим светодиод на всякий случай. Теперь заведем одноразовый нулевой таймер на 3 секунды. Инициализируем Bluetooth клиент и попробуем подключиться к серверу, который создали ранее. Через 3 секунды будет вызван блок обратного вызова от заведенного таймера. В нем нам необходимо узнать, установлено ли сопряжение с сервером. Если да, то зажечь светодиод с синим цветом и завести периодический первый таймер на 300 миллисекунд для отправки чар. Если нет, то красным. В блоке обратного вызова для первого таймера реализуем функционал считывания значения с юнита Angle и отправки его на сервер. Здесь также сделаем проверку сопряжения. Отправка происходит с помощью зеленого заклинания UWrite. На входе оно принимает 1 байт. Поскольку Unit Angle возвращает 2-байтовое целое число, его необходимо преобразовать в однобайтовое. Сделать это можно, как в прошлый раз. В начале урока я говорил об атаке темных сил на альфа-версию UI-Flow 2. Сейчас, если попытаться запустить этот код, то возникнет ошибка, связанная с инициализацией экземпляра класса RGB. Для устранения этой чертовщины давайте добавим заклинание в Python-код. Не забудьте отключить режим только для чтения. Вот так-то. Давайте сохраним приложение в память и увидим магию своими глазами. Счастливого Хэллоуина! Stem-контент сделал Димми. Текст читал Сергей Колбинцев.